Чрезвычайное происшествие в мире шоу-бизнеса. Сегодня рано утром в Турции, в Стамбуле, на улице Истикляль, русские туристы на одной из остановок обнаружили известного пародиста Максима Галкина. Россияне не могли поверить своим глазам, что это действительно знаменитый пародист. Его внешний вид просто шокировал. Галкин сидел со слезами на глазах в разорванной рубашке, от него пахло алкоголем, и при пародисте не было никаких личных вещей. Максим Александрович был доставлен в больницу, а уже позже в полиции он рассказал о чудовищном преступлении, которое произошло этой ночью. Стали известны причины и подробности шокирующего происшествия. Вот уже несколько дней Галкин живет в Турции по приглашению известного бизнесмена Аре Хабиба. Пародист дает корпоративные концерты и ведет светскую жизнь. До вчерашнего дня артист был вполне доволен судьбой и делился радостными постами в социальных сетях. По некоторым данным, турецкий бизнесмен за один корпоративный концерт платил Галкину 50 тысяч евро. Максим Галкин на правах гостя жил в доме турецкого бизнесмена и пользовался всеми благами цивилизации. Однако прекрасная турецкая сказка трагически закончилась вчера вечером. По словам пародиста, после корпоративного концерта его пригласили выступить в ночном клубе перед местной публикой. Стало известно, что уже после выступления к Максиму подошли несколько неизвестных людей и попросили его выступить в приватной обстановке. Они предложили большую сумму денег за получасовое выступление. Отказаться было трудно, вспоминает Максим Галкин. По словам пародиста, в этот вечер он употреблял алкоголь. В частности, на последнем выступлении выпил 2 алкогольных коктейля, после которых ему стало нехорошо. «Я успел позвонить Аре Хабибу и сообщить, что нахожусь в незнакомом месте. После этого стал терять сознание», вспоминает Максим Александрович. «Последнее, что я помню, это огромный особняк на берегу моря, большая комната, кровать, шум, крики, яркий свет и потеря сознания», вспоминает Максим Галкин. Стало известно, что мошенники обманули Максима Галкина и не заплатили ему гонорар. Также артисту были нанесены телесные повреждения, похищены несколько тысяч евро и 2 айфона. В Стамбуле по факту нападения на Максима Галкина заведено уголовное дело.